Видео для тех, кто хочет научиться торговать на коррекциях прибыльно. И сегодня в телеграм-канале я разбирал сделку по евро-иене. Если вы не подписаны, ссылка внизу. И сейчас мы разбираем нефть WTI. Только что пришла информация о сигнале на sell. Хочу показать вам всю логику принятия решения от начала до конца. Итак, нефть WTI – это сегодняшний график, 27 июня. Мы видим на моем сканере вся строчка красная. Это очень важно, потому что если мы хотим поймать хороший сигнал, то вся строчка в момент появления сигнала должна быть красной. Вся строчка в момент появления сигнала, плюс-минус 1-2 минуты допустимо расхождение. То есть не важно, что будет потом, важно в момент сигнала. Мы видим, вся строчка красная, 12.29. Мы видим, что обвал практически на 1,3%. И цена ушла ниже минимум предыдущего дня. То есть вот это в совокупности образует ситуацию для торговли на sell и обладает вероятностью от 60 до 80%, что вы здесь сделаете прибыль, торгуя абсолютно любой инструмент, не имеет значения акция, российский рынок, фьючерсы, золото, нефть, неважно. В данном контексте мы разбираем нефть WTI. Итак, мы получили сигнал на сканере. То есть мы ничего до этого момента не делаем. Мы получили сигнал на сканере. Дальше наш следующий шаг – это коррекция. То есть держите сразу в голове. Появилась информация на тренд-сканере – коррекция. Появилась информация на тренд-сканере – коррекция. Все, что значит коррекция и куда коррекция? Коррекция к черным точкам. Если вся строчка красная, это означает, что ситуация идеальна для продаж. У нас в этот сканер или в эту строчку заложен и сам сигнал, заложено состояние рынка и заложены стоп-лосс и тейк-профиты. То есть мы уже видим всю ситуацию в одной этой строчке. Это основная моя задача для того, чтобы вы, будучи начинающим трейдером либо страдающим трейдером, привели свою торговлю к точке постоянства, потому что одна из проблем, по которой у вас не получается в трейдинге, это отсутствие ясности у правого края графика. То есть непонятно, что делать, либо есть правила, но они размыты, не приведены в конкретную последовательность. То есть непонятно, что первое, второе, третье, или даже если это понятно, то начинаются сомнения, когда цена формирует все ваши условия, да, вы начинаете переключаться между таймфреймами, вы начинаете смотреть какие-то дополнительные критерии, и появляется неуверенность, да, нужно ли сейчас исполнять сделку, либо подождать и так далее. И это продолжается практически каждый раз. Либо вы видите сделку абсолютно везде, в любых условиях, и нет четких критериев, как вот понять, что именно эти условия хороши для коррекции, например, или для пробоя. Почему именно вот в этой ситуации надо торговать? И это основная была задача, эти вопросы я задавал себе, и теперь это выведено вот в такую простую формулировку, которую вы видите на экране для каждого символа, где есть сигнал. Видите, не везде одинаковые условия. Вот, например, если мы посмотрим сюда, мы увидим, что, например, вот Dow Jones, да, здесь вся ситуация на sell, но здесь у нас middle, то есть серая зона. Это значит, держись, да, от этого рынка подальше. Евро-иена сегодня в телеграм-канале. Если вы не подписаны, ссылка под видео. Подпишитесь, там я делал подробный разбор евро-иены. Только там на buy. Почему? Вся строчка зеленая. Если вся строчка зеленая, первая коррекция buy. Если вся строчка красная, первая коррекция sell. Куда? Куда коррекция? К точкам волатильности черным, вот сюда. То есть вот эта зона, это зона sell. Это зона sell. То есть мы продаем здесь сразу, как только цена сюда пришла. Стопы мы ставим за предыдущую структуру, за точки волатильности. То есть мы посмотрим на правую вертикальную шкалу, 69 котировка,
69 с копейками, уйдем чуть выше, вот здесь наш стоп. То есть это наша защитная приостановка. Это наше место входа. Это наш потенциальный риск. Это минимальная наша цель для тейк-профитов. Все. То есть стоп за точками, за структурой, тейк на ближайшей поддержке. Если цена не дошла и пошла дальше, мы ждем новый сигнал, новую ситуацию на нашем тренд-сканере, либо на другом уже символе. То есть нас интересует продажа именно здесь. И очень важно, я уже отмечал это в Телеграме, трейдеры часто стремятся торговать на пробой уровня, например, но примерно 70% пробоев уровней ложные пробои. И когда вы торгуете пробой, стопы очень широкие, потому что вы должны, скажем так, заложить в торговлю на пробой еще и возможную коррекцию после вашего входа, ведь она не сразу должна пойти, она может скорректироваться. Поэтому ваш стоп должен быть на удалении от точки входа, чтобы избежать выноса на коррекции. Сейчас мы перейдем к евро-иене, я покажу, что там было. Понятно, да? Поэтому коррекция, когда мы получаем сигнал с тренд-сканера, лучшее топовое решение, которое только может быть, чтобы торговать по тренду. Понятно, будут ситуации, когда сигнал появился, но мы чуть не дошли и ушли, и сделка ушла, ничего страшного. Это значит не наша сделка, не наши деньги, мы не можем делать деньги, да, скажем так, во всех трейдах, и каждая сделка не может быть прибыльной, или не каждая ситуация может подходить под наши критерии. Например, он может скорректироваться незначительно и потом полететь. Никаких проблем нет. Наша зона здесь плюс-минус. Опять же таки, здесь не надо быть супер точным. Цена пришла, вход по рынку, стоп сюда, тейк здесь. Обычно мы будем получать отношение тейка к стопу минимальное, 1,5, минимальное. А в среднем это 2 к 1, а то и 3 к 1. А бывают сделки, когда тренд продолжается, и мы можем видеть 5 и даже 10 к 1 отношение тейка к стопу. То есть ваша прибыль в 5-10 раз может быть больше вашего стопа. И это очень весомый аргумент в пользу прибыльной торговли. Сейчас, одну секунду. Пока давайте я вам покажу, что было по евро-иене сегодня. Видите, евро-иена, строчка полностью красная. Давайте посмотрим. Ой, извините, зеленая. Я извиняюсь. Строчка полностью зеленая. И опять, если строчка полностью зеленая, жди покупку, жди покупку, жди покупку, жди покупку. То есть это настолько отлаженный, настолько выстроенный четко процесс, который позволяет вам действовать одинаково каждый раз. И еще момент, на что это влияет на то, будете ли вы отслеживать свои решения, будете ли вы анализировать свои сделки. Когда у вас много сделок разных, вам не хочется даже их анализировать или проводить какой-то сравнительный анализ, статистику собирать, потому что непонятно, с чего собирать информацию разная. И сделок очень много. А здесь у вас не так много трейдов. Есть четкая картинка сделки, каждый раз она одинаковая, и вам гораздо легче понять, как вам лучше действовать, в каких ситуациях, может быть, действовать более агрессивно, а в каких ситуациях чуть осторожнее. И вот это возможно только с помощью упорядоченного торгового процесса, да, чему я обучаю трейдеров уже много лет, и моя основная цель – это помочь вам систематизировать свою торговлю, и с помощью индикаторов различных алгоритмов, которые я разрабатываю, авторских, привести и свою торговлю, да, что мне уже удалось, и вашу торговлю к точке, когда она станет прибыльной. И это будет происходить на постоянной основе. То есть не так, что вы один раз заработали, потом все слили, а вы поддерживаете прибыль, да, и ваш депозит уверенно растет. Вот это очень-очень важно. Теперь евро-иена, что сегодня было, давайте разберем. Сегодня на открытии в 10 утра это лучшее время, чтобы начинать торговать в Европу, и в 16 примерно это лучшее время, чтобы начинать торговать в Америку. Вот здесь первые сигналы пошли на усиление покупателей по евро-иене, что евро-иена будет сегодня расти с большой вероятностью.
Обычно трейдеры, я уже писал в Телеграме, стремятся покупать на пробой, но если вы не заложите широкие стопы, при коррекциях вас может легко вынести, вы разочаруетесь в сделке, цена пойдет, и вы пропустите движение, и еще больше разочаруетесь, вы получили и убыток, и пропустили движение. И психологический, да, убыток, и финансовый. Поэтому надо всегда ставить широкие стопы на случай глубокой коррекции. Поэтому я рекомендую вам, и то, что делают все мои трейдеры, они ждут коррекцию к белым точкам волатильности. То есть после того, как сигнал появился на тренд-сканере, жди коррекцию к белым точкам. Покупай здесь, стоп за сигналом гораздо будет короче, и отношение тейка к стопу может быть 2 к 1, 3 к 1 и так далее. В реальном времени мы наблюдаем плюс-минус похожую картину. У нас есть сигнал, мы ждем коррекцию к белым точкам, и вот наша зона buy. Здесь, вот она зона buy. Здесь то, что мы сегодня с утра видели здесь. Понятное дело, чем дальше цена уходит от ценности, скажем так, тем менее вероятно, что движение продолжится. Поэтому лучшие сделки, они в самом начале сессии. То есть это 10, 10:30, 11 часов по Москве. Это самое, скажем так, смачное время, чтобы ловить большой тренд. Когда уже он состоялся, ну, остается не так много для того, чтобы заработать здесь. Поэтому торгуйте коррекцией к белым точкам волатильности после того, как вы получили информацию со сканера рынка, с тренд-сканера. Еще раз, он учитывает абсолютно все, что нужно трейдеру, чтобы быть уверенным в сделке. Он учитывает комбинацию моих сильнейших сигналов из системы Cluster Trader. Он учитывает состояние рынка по волатильности, он учитывает отношение цены к максимуму предыдущего дня, и все это объединено в формулу, о которой я постоянно вам говорю, это контекст равно сигнал. Если вы в правильном контексте приняли правильный сигнал, вы будете делать деньги. Вы можете торговать вот такой сигнал, который там всем подряд делает деньги, но у вас не получается, потому что вы не в том контексте, не в той ситуации его применяете. Например, вы торгуете коррекции, когда рынок не определен, в серой зоне, да, когда рынок находится во флете. То есть это хороший, может быть, вход или хорошая стратегия, но она неэффективна в боковике. Как вам разграничивать, где боковик, да, а где начинается тренд, или где он может ускориться, чтобы использовать этот сигнал для входа в рынок. Поэтому контекст равно сигнал. И вот эти две вкладки, два столбика отвечают за контекст, а это за сигнал. Таким образом, правильный сигнал в правильном контексте, прибыль обязательно будет. Почему? Потому что именно таким образом мы последние годы торгуем. То есть мы смотрим на контекст рынка и в этом контексте принимаем решение. Если нравится, лайк, и мы идем дальше к WTI нефтяному рынку. Вот видите, сейчас обновился график 12:49. Пришла информация, падает нефть. Причем падает довольно быстро. Также у нас есть определенные, скажем так, правила, когда мы избегаем продаж, но это только на онлайн-торговле, только в живом режиме, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, я трейдерам показываю. В общем, евро-иена и нефть сегодня фавориты. Посмотрим, что будет в американскую сессию. Возможно, там тоже будут большие движения. Вчера отличные сделки были по природному газу, и вчера мы смотрели на индекс DAX. Сегодня DAX спокоен, давайте просто так его краем глаза глянем. Нет, сегодня по DAX ничего интересного не было. Были намеки на возможные продажи, но в целом DAX сегодня находится в серой зоне. Ну, где он у меня на сканере? Вот здесь, в 11:30 последний зарегистрированный сигнал. Вот здесь, видите, да, но внутри предыдущего дня middle, хотя строчка красная, не очень большое процентное изменение. В общем, ничего такого, чтобы привлекало наше внимание. То есть есть сигнал на sell по DAX, но нет условий, чтобы его торговать. И вот это, еще раз подчеркну, огромнейшая причина, по которой трейдеры теряют деньги. Они не используют, может быть, хороший сигнал, но не в том рынке или не в то время. То есть именно выбор момента, когда надо использовать тот или иной сигнал, является ключевым. И благодаря вот этим новым доработкам в моем тренд-сканере теперь трейдерам торговать еще проще, легче.
и они могут сосредоточиться именно на торговом процессе. То есть не думать о том, есть у меня сигнал, нет, а повторять одно и то же, а потом анализировать эти результаты свои, и они всегда будут сделки представлять одну и ту же картинку. И гораздо проще, у вас будет реально больше желания исследовать свои ситуации и становиться лучше. Вы будете понимать, почему вы торгуете здесь, по какой причине, какие основания. Они настолько простые для, скажем так, определения, да, и понимания, что вы можете легко поставить это на поток. Вот это моя основная задача была. И в 2023 году я пришел к сканеру рынка. До этого я торговал и собирал всю информацию вручную, да, о состоянии рынка, о самом сигнале, да, с помощью системы Cluster Trader. А сканер берет сигналы моей системы Cluster Trader, берет комбинацию, да, условий, которая нужна для входа в рынок, и вот в таком простом, визуально понятном, скажем, да, визуально понятной таблице выводит. Если вся строчка зеленая, вот, кстати, евро-доллар только что появился, ищи покупки на коррекции. Если вся строчка красная, ищи продажи на коррекции. Все. Вот весь процесс. Элементарно, и вы можете это делать постоянно. Давайте посмотрим на евро-доллар. Там тоже сигнал на buy. Точнее, не сигнал, ситуация на buy готова. Да, но пока мы видим, что коррекции здесь нет. Тоже в начале дня. Ну, евро-иена, евро-доллар одинаковые символы. Вот здесь коррекция buy. И вот сейчас тоже может быть коррекция, тоже шанс купить. Но обращаю внимание на время. Если здесь у нас открытие сессии 10 часов по Москве, то здесь уже 13 часов по Москве. В это время движения более слабые, менее устойчивые. Поэтому лучшее время с 10 до 12 торговать. Тогда намного больше движения вы можете поймать в пунктах. Да, намного больше. И вернемся к WTI. Там уже, видимо, обвал пошел. Да, там все пропало, да. То есть вот она коррекция. Да, немного не дошли, ничего страшного. Не наша ситуация. Также мы используем мой смарт-осциллятор для определения экстремальных зон. Вот сейчас мы видим смарт-осциллятор прямо на ваших глазах достиг экстремального значения. Это для нас может быть предупреждением. Не торопись продавать здесь. Здесь он был близок, но не достиг, а здесь, кстати, как сильно упал. Это намек на то, что будь аккуратнее, не торопись. Рынок что сделал? Он сильно растянулся, как резинка, и может легко отлететь. Будьте аккуратнее. В общем, это нефть, евро-иена на прицеле сегодня. Буду писать еще в Telegram, ссылка под видео уже, наверное, завтра. Ну и участвуйте в новом опросе, который я провожу, он тоже в Telegram. Все, пока, до связи.